Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца сентября. 3 события мы рассмотрим. И сегодня у нас новая колода карт. Называется Таро добра или хорошее Таро. И иллюстрации к этой колоде нарисовала известный художник, который более 40 лет занимается картами Таро, Колет Барон Рид. Она взяла за основу классику Таро, 78 карт, но подала их с позиции метафорических карт или позитивной психологии. Вот давайте узнаем, девы, что подскажут нам эта колода карт. Можно сентябрь разделить условно на 2 части. Очень символично как раз Меркурий 16 числа переходит в прямое движение, а до этого он был в ретро. И, как водится, обычно по ретро-меркурию это какая-то, может быть, неразбериха, разрозненная информация, сам по себе период такой какой-то турбулентности или когда нет какой-то конкретики. И вот во второй половине сентября мы как раз то, что было неопределенностью, будем теперь как где-то конкретизировать. Нам больше ясности в прямом движении даст Меркурий. Может быть, мы получим нужную информацию. И в целом, может быть, желание упорядочить что-то, как минимум какую-то сферу жизни. И нужно сказать еще один момент. Марс продолжает путешествовать в знаке Весы. И как раз 4 октября, внимание, пусть это будет, как бы немножко вперед мы забегаем, но дело в том, что некоторые из вас могут ощущать это раньше, уже во второй половине сентября воздействие. Если мы говорим Марс, это где-то настойчивость, но именно приближаясь к южному лунному узлу, это ось Овен и Весы. Так вот, северный узел это Овен, но в данном случае мы как раз говорим о дипломатии, о несколько проигрывающем узле, который был до этого времени, а вот теперь немножко все меняется. И это происходит где-то возле даты 4 октября, плюс-минус, но вот я как сказала, для кого-то это будет ощутимо уже в сентябре. И Весы это дипломаты, но в данном случае, если бы прежде ситуацию какую-то мы бы не захотели где-то ругаться, или мы бы где-то оставили все как есть, чтобы какой-то конфликт не обострять, то здесь обозначение идет таково, что мы должны исполнить и какое-то свое предназначение или то, что вы намеревались, но сделать это более красиво, более элегантно, с позиции дипломатии, но себе самому условно не наступить на горло. Или собственной песни тоже. Вот давайте узнаем, что нам скажут на вторую половину сентября карты. И первая карта у нас будет «Что придет?». Что нового произойдет, может быть, в сентябре месяце, во вторую половину. А что уйдет? Что закончится? Чем дело кончится или что-то завершится, может быть, у вас окончательно, в чем-то вы точку поставите. А чем сердце успокоится или что нас будет радовать? Что скрыто? Вот такую карту достанем. И 3 карты, 3 события. Может быть и событие одно, а 3 эпизода. Вот давайте мы узнаем. Второе. И 3 событие. Что придет? По тройке воды. Прекрасные эмоции, мои дорогие, придут. Праздник какой-то придет. Будет, видимо, у вас был несколько сложный период 15 числа новолуния в вашем знаке. А всегда это сопряжено, знаете, как период словно очищения, когда мы от чего-то словно можем и дома буквально какой-то порядок могли наводить, что-то переделывать, пересматривать, может быть, еще какие-то сферы жизни. Но для нас это некоторое такое напряжение могло означать. То вот уже вторая половина сентября для вас она в более таком позитивном ключе. И сама по себе это карта праздника. У нас красивая русалочка изображена, такая рыбка, как будто золотая. Вот, значит, будет какое-то либо известие, мои дорогие девы, которое вас обрадует, либо, может быть, какое-то дело удачно для вас решится. Здесь по этой карте идет также дружба, взаимодействие с людьми и какая-то общая цель. Может быть, и в коллективе будет какой-то праздник, и такое тоже может быть. Это что-то новое. Значит, нужно быть внимательному, потому что, скорее всего, находясь, например, на каком-то празднике в коллективе, или, может быть, будет какое-то такое известие, как будто мы приложить к себе его должны. Для нас оно имеет все равно какое-то значение, не просто так, как будто.
И двойка огня, что уйдет. Вообще, это карта роста в этой колоде. И двойка огня, посмотрите, жираф буквально нам здесь показан. Это когда мы намерены добиваться чего-то своего. Но, может быть, энергетика как раз второй половины сентября будет для вас больше такова, чтобы договориться, или по этой карте идут творческие планы или наши амбиции, кстати. Может быть, вы будете так немножко аккуратно с амбициями и какие-то методы будете продумывать, не какую-то свою историю не продавливать в открытую, а как-то действовать другим способом. Но это как будто уходит именно где-то желание настоять на своем. Вот в этом значении двойка огня как раз и проигрывается в этой карте. Но это не значит, что мы себе словно изменяем или своей мечте. Нет, мы просто обдумываем, какой метод лучше применить. И мы спрашиваем, чем дело кончится. Двойка земли. Вообще материальная карта, которая нам говорит о балансе. Причем баланс, конечно, материальный подразумевается, и о том, что деньги как будто будут. И у нас сейчас все под контролем. И есть такой момент, когда работа в радость. Это не просто, знаете, как работа ради работы, а тут нам уже сказали, что, видимо, и отношения в коллективе как-то будут более доброжелательные. Есть, может быть, и настроение с вдохновением, какое-то иное во второй половине сентября. Может быть, события будут к вам приходить такие, которые больше улыбок вам на лице добавят. И есть еще один момент, когда баланс, если мы говорим, да, по всем сферам жизни, в данном случае и в данной карте баланс между работой и отдыхом. Поэтому чем дело кончается? Может быть, какой-то период напряженности, когда приходилось где-то себя отстаивать, может быть, и где-то свою линию продавливать. Вот здесь немножко спокойнее и более размеренно, более понятно, более, ну, наверное, больше будет времени вам отдохнуть. Вот я думаю, и так тоже. Чем сердце успокоится? По пятерке воздуха. Посмотрите, какая интересная карта. И знаете, сердце успокаивается, что мы понимаем, мы не всесильны в каких-то вопросах. Есть какой-то вопрос, в котором, ну, буквально, может быть, есть поражение. Что-то мы не смогли вот буквально с точкой завершить или сделать в том ключе, как мы бы этого хотели. Но это нас где-то уже не разочаровывает, не ранит. И какой-то, может быть, как конфликт или какая-то напряженность. Мы ее принимаем такой, какая есть. Тут баланс. И у нас девушка такая показана, да, и балерина, и вроде как птичка, бабочка. Я даже затрудняюсь сказать, что это символизирует. Она балансирует на канате. И вот мы понимаем, что да, где-то, и этим сердце, видимо, и успокаивается, что как ни крути, но где-то балансировать приходится и нам. Но мы это делаем без усилия над собой. Мы просто понимаем, что да, сейчас такая обстановка. Или обстоятельства жизни таковы. И продавливать какую-то теорию свою, это только самому себе вредить. Вот, видимо, этим сердце где-то и успокоится. То, что есть в какой-то конкретике, мои дорогие. Четверка огня, что скрыто. По этой карте, шикарная карта, когда исполняются наши мечты, когда у нас все под контролем, когда радость, счастливые события или добрые события, известия, может быть, информация какая-то к нам приходит. Есть вдохновение. И, знаете, тут одновременно, как и наш какой-то посыл, инсайт или идея, или дело, которым мы хотим заниматься, может быть, тема в какой-то работе, когда она нас тоже вдохновляет, но есть еще и результат, который мы получаем, и он нас тоже определенно радует. Это можно сравнить с картой успеха, с картой победы, когда у нас действительно что-то не впустую прошло, а по толку, знаете, эта карта подразумевает радость, гармония, исцеление и тоже праздник. Вот, правда, есть то, чему стоит порадоваться. Давайте посмотрим события. Карта Зов, 20-й старший аркан. И если в классической колоде Таро это у нас идет как карта Страшный суд или суд, то в этой колоде совершенно другое значение, и она говорит
истинный успех. Подведение итогов, мои дорогие девы. Значит, что-то определенно получится, и будет и праздник, будет и баланс, и душевное равновесие, будет и отдых, будет и заслуженный какой-то успех истинный, понимаете? Это то, что уже никто не заберет. Но, может быть, будет еще и то, что вы примете как данность. Да, ну вот не на 100%, на 99 какие-то вопросы вы решите. Второе событие. Тут ведь как признание ваших заслуг, вашей экспертности. Все-таки это действительно какой-то итог такой ощутимо важный в вашей жизни. Шестерка воды– это карта прошлого. Что-то о себе может напомнить. Может быть, как люди из прошлого. Или какая-то ситуация. Может быть, как воспоминание. Это просто вы будете сравнивать, что у меня сейчас на данный период времени и то, что я хотел. Может быть, как раз это где-то с пятеркой воздуха перекликается, когда вы поймете, что да, вот мне бы представлялась картина, если бы я, допустим, сделала или сделала в каком-то определенном порядке или ключе. Но вот тут пришлось что-то вам подкорректировать или приходится, и это мы принимаем тоже где-то как данность. Ну, вот такая какая-то ностальгия, увы, она может быть, потому что по сути дела, эфемерно, что не имеет какого-то значения. Поэтому в этой карте, в этой колоде, точнее, эта карта только лишь говорит о воспоминаниях. Значит, есть что-то вспомнить. Или, может быть, люди, повторюсь, о себе напоминают. Но это из тех воспоминаний. Если мы говорим ностальгия, это либо места, в которых мы были прежде, или какой-то период нашей жизни, где нам было счастливо, хорошо, или уютно, комфортно, душевно. Вот что-то такое, вот как ностальгия нас так, ну, досаждать, может быть, даже. Может, для кого-то, по крайней мере. И третье событие, даже это не событие, королева Земли, это вы сами, это когда у нас от начала до конца. Все в балансе и все под контролем. Да, тут до конца сентября у вас что-то очень значимое может решиться. Пусть, мы сказали, не на 100%, пусть даже где-то будет, ну, такая вот легкая грусть, ностальгия по прошлому как будто. Но в целом ваша позиция, она кардинально меняется. Что-то тут для вас может быть, это сопряжено с новой работой, у кого-то с новыми отношениями или в каких-то новых условиях. У кого-то, может быть, и переезд какой-то состоялся, и был период адаптации. А может быть, у кого-то даже не переезд, все осталось прежним. И работа, и место жительства. Но обстоятельства везде вот меняются в пространстве. И нас тоже где-то заставляют перестроиться. У кого-то из вас и так проиграется, мои дорогие девы. Но что бы там ни происходило, вы как раз абсолютно все держите под контролем. И поэтому по королеве Земли это, знаете, практичность, четкие цели, честность и уверенность, как и в сегодняшнем, так и в завтрашнем дне. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.